Добрый день, мы из Украины, и я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем сегодня очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И на календаре у нас с вами 9 марта, киевское время, 19 часов. Очень знаменательный сегодня день, не менее знаменательный, чем вчера. Сегодня день рождения Тараса Григорьевича Шевченко. Ему сегодня бы исполнилось 109 лет. Пошел 110-й год его памяти. Это наш народный поэт, художник, человек, который всегда переживал за Украину, никогда о ней не забывал, всегда ее любил и помнил. И воспел ее в своем творчестве как в стихах, так и в картинах. Ну, а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Итак, оперативная обстановка. Сегодняшний день отличился массированным ракетным ударом. Удар действительно был массированный. Но, как обычно, я по традиции говорю, не дождетесь. И для тех, кто не понял, к кому это относится к тем, кого мы считаем москалями. Кого мы считаем агрессорами, кого мы считаем захватчиками нашей территории. Кто отдает преступные приказы, атаки нашей территории, наших городов и убийства, самое главное, убийства наших граждан. Причем как военных, так и гражданских. Это относится к ним. Не дождетесь. Итак. Основные усилия враг продолжает сосредотачивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на этих направлениях более 110 атак. То есть интенсивность боевых действий на сегодняшний день не спадает. Враг и дальше нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения. Пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства. Ну, вот этой ночью было несколько волн, можно так отметить. Противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Тут надо сделать, прежде чем я разложу этот ракетный удар, надо сделать, наверное, акцент. Сразу ответить на вопрос, почему критическая инфраструктура, почему российское командование не бьет по военным объектам. Военные объекты, которые находятся в пунктах постоянной дислокации, они пусты. Нет смысла по ним бить. Объекты, военные, которые у нас действуют сегодня, их найти Россия не в состоянии. Ну, во-первых, худо-бедно работает наша служба безопасности Украины. Надо отдать ей должное, то есть контрразведка. Агентура российская тает с каждым днем. Все вот эти корректировщики огня, у нас производятся аресты, иногда даже по нескольку человек в день. И все получают обвинения в измене Родины. Это очень серьезная статья, очень большие сроки. Поэтому желающих становится все меньше и меньше. Плюс самое главное, у Российской Федерации нет возможности вести разведку онлайн. И поэтому они не могут отслеживать наши военные объекты. Плюс я вам говорил, что логистика наших сил обороны построена таким образом, что у нас нет складов. У нас все движется в динамике. И поэтому где-то там найти сосредоточение или накопление западных образцов вооружения на территории Украины невозможно. Поэтому Российская Федерация выбирает вариант номер 2 – изматывание населения. Как говорят в Одессе, не делайте мне нервы. Вот они нам делают, пытаются делать эти нервы. Поэтому они бьют по самому слабому месту, самому незащищенному. Это энергетическая инфраструктура. Это свет, вода, это тепло. И они не могут изменить этой тактики, они не могут поменять приоритеты в своих ракетных ударах. Они уже на это завязаны. Попадают они туда, не попадают. Это уже никого не волнует. Это просто надо бить. Бить, а вдруг Украина согласится. А вдруг население встанет и скажет: все, идем сдаваться Российской Федерации. Ну, вот к этому моя фраза: не дождетесь.
те, кто ждут, что мы придем и сдадимся. Так вот, было выпущено 81 пуск, было совершено сегодня в течение всей ночи. Там до 6 утра продолжались, даже позже. Отбой в 8 утра был отбой воздушной тревоги. Так вот, было совершено из этих 81 пусков, 28 пусков, это крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, Х-555. Их пускали в основном с акватории Каспийского моря, и пуски производили самолеты типа Ту-95М и Ту-95МС. Кстати, в воздух было поднято порядка 10 самолетов, но 28 ракет, ну даже если брать по 8 штук на самолет, делите, это 4 машины было задействовано в этих пусках. 20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр», то есть 4 носителя, которые вчера находились в акватории, то, что мы с вами говорили в оперативной обстановке, они были все задействованы. 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-22. Это самолетов Ту-22М3, которые проводились с северного направления. Вот смотрите, уже Каспий, Каспийское море, акватория, через юго-запад, юго-восток Украины. Дальше Черное море, южное направление, ракеты летели. 20 ракет, там 28, тут 20 ракет. 6 ракет с северо-востока. Это Курская область в основном, Курская или Брянская. 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал». Они тоже с Курской области было пуски, самолеты МиГ-31. Кстати, часть этих самолетов базирует, 3 из этих самолетов базируются из 9 оставшихся в строю на территории Белоруссии, Мачулище. Сейчас мы выясняем, наша разведка выясняет, имело ли отношение, точнее, к этим, участвовали в этих пусках самолеты, которые базируются в Мачулищах или нет. Но они взлетали вместе с самолетами, которые наносили удары вместе с самолетами с аэродромов на территории Российской Федерации. 8 пусков управляемых авиационных ракет, ну это мелкие вот Су-35, МиГи-29, 2 ракеты было Х-31П, это воздух-земля воздушного базирования, и 6 ракет Х-59. Также было сделано 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300. Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных беспилотников типа Шахед-136-131. Вот такой вот массированный ракетный удар, дроново-ракетный, я бы так сказал, произвела Российская Федерация сегодня в течение ночи. Вчера это все началось где-то после полуночи. Сегодня закончилось это где-то около 8 часов утра по Киеву. Кроме того, силами и средствами воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями сухопутных других составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101, Х-555 и «Калибр» было уничтожено 34 ракеты, а также 4 беспилотника Шахед-136-131. В результате организованного противодействия управляемым авиационным ракетам типа Х-31, Х-59 ни одна ракета не достигла цели. Все вот эти 8 ракет, которые были пущены с самолетов типа МиГ-29 и Су-35, ни одна ракета не достигла своей цели. Вот такой вот массированный удар. Да, кинжалы все достигли, надо признать, 6. Ну, у нас нет средств для борьбы с кинжалами. Ракеты С-300 все достигли своей цели, тоже надо это признать. Мы это не скрываем. В Киеве сегодня прогремело 3 взрыва. 2 взрыва попали в объекты энергетической инфраструктуры. Пострадали, в общей сложности пострадали и Одесская, Львовская, Винницкая, Житомирская, Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Херсонская области. Вот такой вот огромный перечень. В результате, кстати, этого обстрела, но об этом мы будем говорить позже, сегодня еще раз, 6-й раз
потухла Запорожская атомная станция. А о ситуации на станции я расскажу отдельно. В результате, в течение предыдущих суток противник нанес 25, кроме вот этого массированного ракетного удара, по всей территории Украины. Вот, кстати, этот массированный ракетный удар не имеет ничего общего с военными объектами. Здесь не был поражен ни один, или не было попытки нанесения удара ни по одному военному объекту. То, что я вам рассказал. Они пытаются через инфраструктуру создать панику и хаос в нашем обществе, и таким образом давить на политическое руководство Украины с целью принудить нас к переговорам на условиях Российской Федерации. Кроме всего этого, в течение предыдущих суток противник нанес 25 авиационных ударов, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня. 2 ракетных удара, это имеется в виду то, что они еще нанесли до полуночи. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок российских войск не обнаружено. Нового прибытия российских войск эшелонов из России не обнаружено. В то же время враг обстрелял районы населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На Купинском и Лиманском направлениях идут бои в лесах Кременной, они там продолжаются постоянно, у Макеевки и Площанки. В районе Грениковки-Лиман 1 происходит активизация противника. Но изменений линии фронта за прошедшие сутки не зарегистрировано. То есть противник продолжает активные боевые действия, пытается атаковать наши позиции, но успеха не имеет. На Бахмутском направлении здесь завязывается самая тяжелая, самая, я бы сказал, большая интрига всего Донецкого направления. А именно, оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Продолжаются бои у Железнянского. Враг попытался зайти в Дубово-Василовку с целью закрепиться там. Имеет частичный успех. То есть они на окраине этого населенного пункта зацепились. Я бы так это назвал. Похоже, этот маневр связан с неудачными попытками зайти в Богдановку. Поэтому оккупанты решили сменить удар на левый фланг относительно села и попытались, имели частичный успех, зацепились на окраине Дубово-Василовки. Продолжаются бои на юге Бахмута, на южном фланге. Там противник вообще не имеет успеха, линия фронта более-менее. Кстати, южный фланг намного выглядит лучше, чем северный. И там стабилизационные меры принесли свой результат. Уже несколько суток линия фронта не изменяется ни в одну сторону. Наши уверенно держат оборону. В основном враг пытается в районе Бахмута не закрыть горловину, то есть не закрыть кольцо окружения за городом. Нет у него таких сил и возможностей, не могут они продвинуться. Южный фланг, как я уже сказал, стоит, северный фланг тоже навстречу южному продвинуться не может. И они решили растянуть эту горловину, то есть они решили сделать коридор снабжения наших войск максимально длинным. От, допустим, места снабжения, то есть там перед Часовым Яром, и туда аж до самого Бахмута. Они пытаются продвинуться в глубину в направлении Часового Яра для того, чтобы удлинить этот коридор. Что это им дает? Это дает то, что будет сложно, чем длиннее будет коридор к Бахмуту, тем сложнее будет снабжать группировку. То есть конвои или отдельные машины, которые движутся в направлении Бахмута для снабжения войск и обратно для эвакуации раненых, они будут большее время находиться под перекрестным огнем российских войск. Вот что пытается делать противник. Но в принципе наши войска всеми силами пытаются на сегодняшний день остановить продвижение российских войск и попытаться максимально расширить вот эту горловину для того, чтобы обезопасить
снабжения группировки войск в самом Бахмуте. Вот такая вот там ситуация сложилась. Разные мнения есть по поводу Бахмута. Мы об этом сегодня еще поговорим. Удерживать или не удерживать. Американский институт войны рекомендует его не удерживать, отойти на более выгодные рубежи обороны и начать там перемалывать российские войска. Наше политическое руководство говорит, что в согласии с военным руководством они предлагают все-таки Бахмут удерживать, что есть силы и возможности. Посмотрим. Трудно очень судить со стороны, не зная всей полной картины. Я имею в виду, кроме генерального штаба, никто же не владеет самой полной информацией по ситуации в самом Бахмуте. Поэтому очень тяжело судить, очень тяжело давать какие-то оценки и рекомендации. Рекомендации вообще мы не имеем права давать генеральному штабу. Они там знают лучше всю ситуацию и принимают решения на основании тех данных, которые у них имеются. Пойдем далее. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия, продолжаются локальные схватки, изменений, имеется в виду схватки, бои, изменений линии фронта ни на Авдеевском, ни на Шахтерском направлении на сегодняшний день, за прошедшие сутки не зафиксировано. Линия фронта стоит на месте, идут позиционные бои. Кстати, это надо отметить очень хорошая тенденция того, что российские войска так и не смогли перегруппироваться, не смогли заставить свои резервы, я вчера об этом рассказывал, возобновить наступательные действия даже в районе того же самого Угледара. В районе Авдеевки все попытки продвинуться противника отражены нашими войсками, и противник, неся потери, отошел на исходные рубежи. Запорожское и Херсонское направление. Здесь противник обороняется, обстреливает линию фронта на всю глубину досягаемости своих огневых средств, и за прошедшие сутки по данным нашего генерального штаба было обстреляно более 30 населенных пунктов на обоих направлениях, как Херсонском, так и Запорожском направлении. Но мы не сидим сложа руки, наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу, и наша артиллерия тоже наносит огневое поражение российским войскам. Только мы, в отличие от российских войск, мы уничтожаем логистику и ресурсы российских войск, тем самым обескровливая группировку российских войск. На сегодняшний день продолжаются успешные артиллерийские удары сил обороны по местам концентрации личного состава и составов с боевым комплектом, которые они пытаются подвести и накопить на территории Украины на всю глубину досягаемости наших огневых средств. То есть мы громим склады, военные базы, площадки ремонта и восстановления техники, казармы с личным составом и сосредоточение резервов на нашей территории, резервов врага. Далее, по предварительной информации, вооруженные силы России уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов, размещенных на складах в центральной части России. В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов со складов, размещенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки. Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество партий боеприпасов в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания. Около 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной. В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющихся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицит в артиллерийских подразделениях армии российской в течение ближайших 2-3 месяцев. Запасы там, да, огромные, тут ничего не скажешь, Советский Союз потрудился над этим, но вот то, что пишут, знаю из личного, опять же, опыта, что когда мы разбирали, это был 86-й год, мы готовили боеприпасы к
боевым стрельбам на одном из складов, расположенных тогда на территории Украины. Сейчас его уже нет давно, этого склада. Мы готовили их к боевому применению. Использовали снаряды 43 года выпуска к орудиям ЗИС-3, 76 мм. Ящики рассыпались, подходишь к штабелю, бьешь ногой по штабелю, он рассыпается как карточный домик. Снаряды лежат по 5 штук в ящике, рассыпается просто в руку. Труха. Снаряды гильзы латунные окислившиеся, снаряды ржавые. Снаряды ржавые чистили, мыли, гильзы тоже мыли. И если нету крупных изъянов, то допускали к стрельбе. Вот такой вот. А теперь прибавьте, с 1986 года прошло еще плюс 40, почти 40 лет. И тогда этим снарядам сколько было лет. Так что можете теперь представить, из того, что я рассказал, можете представить, в каком состоянии эти боеприпасы везут сейчас в Украину с тех дальних складов. Дальних. А почему? Потому что штабели никогда не перебирались, накрыты они тентами и навесами не были, легкими навесами от солнечных лучей и дождя. Просто они стояли, их там считали периодически на проверках. Иногда брали что-то для ведения боевых действий или учебно-боевых стрельб. Вот действительно сейчас Россия столкнулась. А российская промышленность, это мы уже точно знаем, наша разведка доложила, российская промышленность на сегодняшний день не покрывает и половины суточной потребности артиллерии российских войск. Так что дефицит боеприпасов начинает возрастать. Далее. Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. И удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Наши летчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии Российской Федерации. Всего за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 590 российских оккупантов, уничтожили 5 танков, 13 боевых бронированных машин, 2 артиллерийских системы, средства ПВО, автомобиль и единицу специальной техники. Вот такой урожай собрали наши силы обороны за прошедшие сутки. Ну что ж, вот такие в общем военные события или военные действия произошли за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях, а также на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а теперь немножко поговорим о военно-политических новостях. Их тоже немало, и они тоже не менее интересны, и они тоже влияют на ход боевых действий. Итак, Латвия передала нам первые 8 автомобилей для наших вооруженных сил, которые были изъяты у граждан за вождение в нетрезвом состоянии. Сообщается на сайте правительства Латвии. Я напомню, что несколько месяцев назад парламент Латвии принял решение о том, что изымать за вождение в нетрезвом виде, изымать автомобили и передавать их в пользу вооруженных сил Украины. Наш парламент, наша Верховная Рада ответила тем же. И тоже у нас принят такой закон, осталось на подпись президента его опубликование для вступления в силу. И сегодня, кого ловят за рулем в нетрезвом состоянии, то есть более 2 промилле алкоголя в крови, машина конфисковывается, больше штрафа никто не выписывает. Машина просто конфисковывается и передается вооруженным силам Украины. Вот такой закон приняла наша Верховная Рада тоже для пополнения резервов вооруженных сил Украины. Теперь о событиях в Грузии. Очень интересный ход предприняла правящая партия. Это Политсовет «Грузинская мечта» и «Сила людей». 2 правящие партии, я так понимаю, они составляют коалицию в Грузии. Они дали задний ход. Они сделали реверанс в ответ на вот эти массовые протесты, которые начались в Грузии. И они отозвали принятый в первом чтении закон об иноагентах.
И в совместном заявлении вот Политсовета грузинской мечты и силы людей, вот этих двух парламентского большинства, двух партий, отметили, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе, и его принятие в первом чтении в глазах части общественности подали как отход от европейского курса. Они сказали, что они теперь пойдут в массы, будут разъяснять правильность или необходимость этого закона, и только когда создадут общественное мнение в пользу этого закона, тогда внесут его в парламент. Ну, я скажу, это и хорошо, и плохо. Хорошо то, что протесты дали такой резкий, быстрый результат, позитивный результат, а плохо то, что фактически они сбили волну протестов. Посмотрим, как сейчас отреагирует оппозиция в плане продолжения протестов. Ведь дело в том, что та цель, которую они поставили, они достигли. И по идее протест может сейчас просто раствориться и закончиться, так как они добились своей цели. То есть, видите, учатся, враги тоже учатся и учатся лавировать, искать компромиссы, становятся более гибкими, более изощренными, более хитрыми. Ну что ж, возвращаемся к нашей войне. Издание The Economist, ну, уважаемое довольно издание в мире, все его знают. Так вот, Economist пишет, что главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Залужный рассчитывает создать 3 корпуса армейских по 60 тысяч бойцов. Точнее, 3 корпуса численностью в 60 тысяч бойцов для наступления, для контрнаступления. Корпуса будут состоять из 3, точнее, группировка будет состоять из 3 корпусов. Корпуса будут состоять из 6 бригад, общей численностью примерно около 20 тысяч человек. Единственное, что на сегодняшний день вызывает полемику, эти бригады будут оснащены полностью западным вооружением и будут обучены натовским методикам ведения боевых действий. То, чего Российская Федерация не знает и не понимает. Они это видели только на картинке, только на экране, когда наблюдали учения натовских сил. Сами они не применяли, не изучали эти методы, я имею в виду в массовом своем характере, и не применяют, естественно, не применяют их на практике. Для них это будет сюрприз с нашей стороны. Единственное, что западные официальные лица расходятся во мнениях, хватит, не хватит 60 тысяч для осуществления контрнаступательной операции вооруженных сил Украины. Я думаю, что хватит. Не надо пугаться цифры там 400 тысяч личного состава. Почему? Потому что он растянут на всей линии фронта. А от Харькова до Херсона это больше 1000 километров. Если вы разделите 1000 километров на 400 тысяч человек, вы получите плотность. Я вам скажу, что эта плотность на сегодняшний день, ну, в лучшем случае соответствует оборонительной операции. Но никак не наступательной, которую ведет Российская Федерация. Глубина обороны довольно маленькая. Оборона у Российской Федерации строится по принципу очаговой, ввиду особенностей и характеристик местности, которую они оккупировали. Это в основном Херсонские степи, это Донецкие степи, вот, и большие агломерации жилой застройки. Поэтому есть шанс, что мы можем повторить в какой-то интерпретации можем повторить Харьковскую операцию. Не такую молниеносную, не такую скоротечную, но примерно так. Если брать корпус армейский, то эта задача где-то 100-150 километров. То есть нам вполне хватит для того, чтобы дойти до Азовского побережья, как мы с вами все и думали. Ну, посмотрим, как это будет. Вот на The Economist открыл нам карты и сказал, что мы готовим контрнаступательную группировку такой вот численностью. Далее, пришла не совсем... New York Times сообщает нам о том, что Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений Российской Федерации в Гаагский суд, который сейчас активно создается и уже начинает накапливать документальную базу для формирования обвинения против российских
военных преступников. Американские военачальники выступают против помощи суду в расследовании дел россиян, потому что опасаются, что к ответственности могут привлечь также американцев. В чем их доля ответственности, пока вообще непонятно. Но по словам официальных лиц, остальная часть администрации, то есть кроме Пентагона, включая спецслужбы, Госдепартамент и Министерство юстиции, выступают за передачу доказательств суду. Пентагон иногда аффилирует с Дональдом Трампом. Говорят, что военные довольно неплохо его поддерживали в ходе его каденции. Возможно, остались друзья и эти сейчас. Посмотрим, как дальше будет развиваться эта ситуация, но пока так. Но большинство, видите, и спецслужбы, и Белый дом считают, что да, и Минюст, самое главное, считают, что надо помогать суду. Я думаю, что все они передадут. Арабоязычный канал Аль-Джазира заявил, что через европейскую страну Иран через одну из европейских стран Иран отправил телеканалу Аль-Джазира файл, содержащий карты и фотографии запасов ядерного, биологического и химического оружия сионистского режима, то есть Израиля, которые могут стать мишенями Исламской Республики в случае нападения Израиля на Иран. Большинство фотографий было сделано с земли, людьми, а не со спутников, что означает, что сторонники Ирана имеют доступ к подобного рода информации. Так что это сообщил телеграм-канал Корпуса стражи Исламской революции. Я так понимаю, что Иран просто боится, что Израиль может нанести удар по ядерным центрам или, допустим, по каким-то другим центрам. Были же у них взрывы на заводах, да? Никто официально не взял на себя ответственность. Мы где-то там в глубине души догадываемся, кто это мог быть. Но тем не менее Иран очень опасается таких взрывов и таких прилетов по своим объектам. Поэтому какой лучший способ защиты? Конечно же, нападение. Иран и решил предупредить Израиль, что они якобы знают, где находятся ядерные объекты и запасы, ядерный арсенал Израиля. И если что, то Иран нанесет по этим ядерным объектам свой удар, ответный удар, если Израиль нападет на Иран. Вот такое противостояние. Противостояние идет между Ираном и Израилем. В основном опасения со стороны Ирана. А теперь про Запорожскую атомную, как я и обещал. 6-й раз за год войны Запорожская атомная выходит в блэкаут. То есть станция в результате обстрелов отключается от внешнего энергоснабжения. Это очень плохо. Сейчас станция работает на дизель-генераторах. Их 18. Они дают электроэнергию для внутренних нужд самой станции. И сейчас получается, что 5-й, 6-й энергоблоки, которые ранее обеспечивали внутренние потребности станции с внешней запиткой, так устроена схема на любой атомной станции, надо переводить в холодный режим. То есть их надо гасить. Дизель-генераторов хватит на 10 суток. Там ровно столько горючего у них есть. Далее либо надо будет дозаправлять генераторы, либо надо подключать станцию. Есть 10 дней для того, чтобы подключить станцию к внешнему энергоснабжению. Россия в очередной раз обвиняет нас, Украину, хотя массированный ракетный удар по Запорожской области нанесла именно Российская Федерация. То есть они сами себе еще и устроили блэкаут на Запорожской атомной станции. Если не сделать ни первого, ни второго, то есть не подключить внешние источники или не заправить генераторы, то тогда может произойти нештатная ситуация с ядерным топливом в самих энергоблоках. Вот чем грозит такая ситуация на Запорожской атомной станции. То есть Россия в очередной раз спровоцировала ядерную угрозу
на Запорожской атомной станции в 6-й раз. А пан Гутерриш, генеральный секретарь ООН, разъезжает и обсуждает зерновую сделку, вместо того, чтобы решать глобальные вопросы ядерной безопасности в мире, как глава Организации Объединенных Наций. Ну и еще интересная новость. Надо обязательно сказать, что Российская Федерация поднимает новую волну дегуманизации Украины. Они пытаются нас представить как страну-террориста вместо себя. Подмена понятий. Вчера в Приднестровье якобы, со слов Министерства какой-то безопасности этого Приднестровья самопровозглашенного, они сделали заявление, что предотвратили покушение на лидера ихнего самозванного государства, некого Красносельского, который себя там объявил и считает таким лидером, что якобы готовилось на него покушение. Покушение, они говорят, что готовилось службой безопасности Украины. Правда, непонятно, во-первых, также еще по данным пророссийских правительств, Украина, Лукашенко заявлял ранее, что Украина теракты в Белоруссии проводит, подрывая самолеты. Далее, теракты в Российской Федерации, это российское руководство заявило, убивая девочек, которые потом становятся мальчиком Федей. Кстати, робот у них тоже Федя, у них, видимо, это имя Федор как-то такое становится уже мемом в России. Планирует покушение на главу Приднестровья. Вот это следующая наша, так сказать, якобы спецоперация. Дальше. Мы, оказывается, причастны к митингам в Грузии. Я удивлен, что они сказали, что мы их вообще организовали там. Ну и, конечно же, Украина взорвала Северный поток. Вот такая вот волна вот таких вот обвинений со стороны Российской Федерации или пророссийских этих самых правительств и руководств и марионеток российских на сегодняшний день поднялась в Украине. Из всего этого Украина не имеет отношения ни к чему. Абсолютно. Это во-первых. Во-вторых, служба безопасности любой страны это внутренний орган. Орган, который не имеет никакого отношения к внешним событиям. Этот орган занимается, это фактически контрразведка. Это борьба с террором, то есть это антитеррор, это антишпионская деятельность и так далее. То есть это не внешняя разведка, это не военная разведка. Это контрразведка, которая не выходит за пределы страны. То есть даже в этом российская пропаганда не утруждает себя для того, чтобы создать хотя бы иллюзию достоверности тех материалов, которые они подают в эфир, и пытаются натянуть это на уши международной общественности. Ну что ж, на этом мы, наверное, первую часть видео с вами закончим. У нас остается, я по традиции сделаю паузу. У вас есть время, для тех, кто не подписан, еще раз приглашаю подписаться. Для всех, кто смотрит это видео, приглашаю поставить лайк, тогда его смогут увидеть большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответами на вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом. Вероятно, вопрос, вероятно, уже озвучивался, но все же прошу вас объяснить структуру обмена военнопленными, какая приоритетность, как отбирают группы. И подскажите, пожалуйста, как правильно искать пропавшего без вести. У знакомой пропал отец в зоне боевых действий. Я не буду называть фамилию, вы не являетесь прямым родственником для того, чтобы дать такое разрешение.
Связи, конечно же, нет, но есть надежда, что не погиб и его обменяют. Спасибо, скорейшої нам всім перемоги. Смотрите, есть у нас этим занимается Главное управление разведки, есть спецслужбы. Кстати, на сайте Министерства обороны есть процедура, как правильно подавать заявку на поиск без вести пропавшего. Откройте официальный сайт, и нет смысла пересказывать. И прочитайте, как подать данные. Там все расписано, что требуется, где, когда служил, когда был последний контакт, где находился, там по возможности, все остальное. Смотрите, разведки общаются между собой. Есть нейтральные контакты, через которые осуществляется коммуникация вот по гуманитарным вопросам. Соответственно, и в ходе этого общения идет обмен списками пленных. С нашей стороны, также и с российской стороны, составляются приоритетные списки. Этот приоритетный список может быть составлен на основании ценности, то есть военно-учетной специальности, которой обладает этот человек. Может быть, этот человек есть военнослужащим какого-то подразделения, которое имеет тоже ценность для нас. Вот. А также плюс по просьбам и обращениям родственников, которые разыскивают своих. Те, кого разыскивают, они попадают в приоритет этих списков. Соответственно, они сличаются. Те заявки, которые нам, допустим, есть список людей, которые мы хотели бы освободить в первую очередь. Это вот я назвал эти приоритеты. Есть список фамилий, которые нам предоставляет Российская Федерация. Иногда наша разведка обращается к ним с просьбой поискать в других списках, потому что мы понимаем, что они нам не все показывают. Поискать тех, кто нам более интересен, более ценен, кого мы хотим обменять в первую очередь. Все равно мы всех будем обменивать, так никого не оставим там навсегда. Вот. Если ответ есть, то мы реагируем. Если ответа нет, то мы просто идем по тому списку фамилий, который предоставила нам противоборствующая сторона. И таким образом, выбрав людей, мы договариваемся о количестве и о цене обмена. Потому что цена может быть разная. Могут менять 1 к 1, могут менять там 1 к 2. Или как там, помните, мы поменяли, допустим, того же Медведчука на 120, по-моему, человек. Одного Медведчука на 120 человек мы поменяли. Были другие летчиков мы российских поменяли там был обмен 1 к 5 или 1 к 7. Вот. То есть вот такая вот. Фактически, идет поиск компромисса и договоренности. И когда эта договоренность достигнута, что меняем, вот сейчас в последнее время, слава богу, обмены идут 1 к 1. То есть мы своих 130 меняем они меняют на своих 130. И договариваются о местах передачи людей, и, соответственно, дальше уже происходит сама механика обмена людьми в точках на линии фронта, в точках пересечения. Вот так вот выглядит примерно процедура обмена пленными. Я родился в Полтаве. Больше 20 лет живу в Израиле. Болею за Украину. Хочу заметить, что в интернете есть материал об изготовлении в Чехословакии, но, во-первых, такой страны уже нет, в Чехии, макетов, хаймерсов и другого вооружения армии. Они стоят значительно меньше настоящего оружия. На них реагируют российские войска, как на настоящее вооружение. Видимо, их и уничтожают в большом количестве. Да, конечно, именно для этого и есть элементы маскировки. Это есть элементы инженерного оборудования ложных позиций. Создаются ложные позиции, на которых выставляются вот эти надувные макеты. Причем современные надувные макеты имеют радиолокационную активность. То есть они светятся на экранах радиолокационных станций. То есть это не просто резиновая игрушка, которую надули. Она не то что значит, она стоит копейки по сравнению с тем вооружением, которое этот макет изображает.
И да, конечно же, российские беспилотники их обнаруживают, российская разведка их обнаруживает, и они наносят по ним огневые удары. И потом, вполне возможно, потом их считают как... Потому что есть видео подтвержденного попадания, и, соответственно, они могут это считать за поражение целей и плюсовать в свои победы. Соответственно, отсюда и появляется такое огромное количество уничтоженной западной техники, как они, наверное, об этом мечтают. Только я вас поправил, Чехословакии уже давным-давно нет, больше 30 лет. Есть Чехия, есть Словакия, два независимых самостоятельных государства. Оба члены НАТО, оба члены Европейского Союза. Следующий вопрос. Еще вопрос про дроны в роликах. Сбрасывают гранату в открытые люки бронированной техники. Почему люки открыты? Это покинутая техника или они проветривают? И можно ли уничтожить такую технику с закрытыми люками? Спасибо. Это техника, которая стоит вне поля боя. То есть это техника, это охота. Наши операторы дронов выходят на охоту и охотятся за российскими бронеобъектами. Если этот танк стоит с открытыми люками, значит экипаж где-то может находиться рядом или сидеть в танке, открывает люк, чтобы проветрить, подышать свежим воздухом, потому что при неработающем двигателе система вентиляции долго не работает, садятся аккумуляторы. Вот, поэтому они заглушили двигатель, открыли люки, чтобы подышать. Может быть, сидят, кушают, может, там спят в этом танке, отдыхают. А может быть, вылезли из танка приготовить себе какую-то еду. Люк, естественно, остается открытым. И наши операторы, видите, как набита рука, какая точность попадает в открытый люк. То же самое БМП, БТРы и другая техника. Это не техника, которая ведет бой, и не техника, которая находится на поле боя. Это охота в полосе сразу за линией фронта. Вот этими боеприпасами, которые сбрасываются с дронов, если люки закрыты, повредить танк практически невозможно. Надо попасть, допустим, в вентиляционную решетку радиатора, то есть в систему охлаждения двигателя. Тогда, да, пробив радиатор, можно технически вывести танк из строя. Но допустим, не так эффектно, как когда ВОК взрывается в середине танка и начинает гореть боекомплект. Вот это стопроцентное поражение или вывод из строя. А когда люки закрыты, намного сложнее. Потому что заряды очень, очень слабенькие. Повесить туда что-то более серьезное, нужен более серьезный дрон с большей грузоподъемностью. Но, тем не менее, мы уничтожаем, счет все равно идет, счет в нашу пользу. Каждый уничтоженный танк — это еще один плюс в нашу перемогу. Здравствуйте, я с Казахстана. У меня к вам вопрос. Скажите или расскажите об С-300, С-400, о которых вы неоднократно говорили. Мне интересно узнать, возможно ли их обнаружить и уничтожить вооруженным силам Украины и засечь до их развертывания или уничтожить хотя бы после пусков. Дякую вам за ответ. Очень проблематично их засечь, для этого надо вести непрерывную визуальную разведку, либо электронную, либо оптическую. Это может делать, допустим, западные страны, тот же НАТО или, допустим, тоже США, которые имеют спутниковую разведку. И спутник может висеть над этим районом и отслеживать ситуацию в режиме онлайн. Тогда видно, как подходит дивизион или батарея на позицию, разворачивается и делает пуски. Ее можно, уничтожить. Тогда ее можно уничтожить. Это первый момент. То есть, первое, надо вести разведку в режиме онлайн. Для того, чтобы поймать дивизион С-300, С-400 или батарею на стартовой позиции. Второе, надо иметь огневое средство, которое достанет до этой позиции. Они же не на линию фронта выезжают. Они находятся где-то в глубине 20-30 километров от линии фронта. И получается, что на 100 километров летит ракета С-300, С-400 может на 200 лететь. Вот и прибавьте. То есть надо какое-то огневое средство подтянуть также на 10-20 километров от линии фронта. И в момент, когда спутник засекает и наводит, допустим, артиллерию или реактивные системы залпового огня,
ударить по этим позициям. РСЗО у нас есть, Хаймарс, допустим, у нас есть, дальнобойные снаряды типа Эскалибур, допустим, у нас есть, у нас нету спутника. Мы мечтаем о том, что это произойдет обязательно, когда мы получим комплексы Patriot. Почему? Потому что комплекс Patriot не может работать без спутниковой разведки. Вот тогда, когда мы получим комплексы Patriot, тогда у нас появится доступ к спутниковой разведке в режиме онлайн. Вполне возможно, что мы сможем использовать эти разведданные для поражения, в том числе и зенитных, точнее позиций зенитно-ракетных комплексов типа С-300, С-400. Простите за вопрос, уверен, вам уже его задавали, но в чем разница между танками, САУ и гаубицами, никак понять не могу. Если вы понятно объясните еще раз, буду благодарен. Это разные средства, два из них это практически одно и то же. Давайте так, танк это средство огневой поддержки или обеспечения, огневого обеспечения для общевойсковых подразделений, то есть для пехоты. И танк предназначен для контактного боя. То есть он либо стоит в обороне, зарытый в окоп, заехавший в окоп и помогает пехоте удерживать огневые позиции, точнее рубежи обороны, либо он идет в наступление и обеспечивает огневую поддержку, то есть уничтожение огневых средств противника и прикрытие пехоты до достижения ею переднего края или первой линии траншеи противника. Вот что такое танк. Танк это пехотное средство огневой поддержки непосредственно в бою. Гаубица и самоходка это практически одно и то же. Разница в том, что, будем так говорить, гаубица это, я так понимаю, вы имеете в виду, это прицепная, то есть буксируемая система, артиллерийская система, а САУ это самоходная артиллерийская установка. То есть она стоит на какой-то базе. База может быть в современных армиях и колесная. У нас база вся гусеничная, за исключением, кстати, Богдана у нас появилась, она колесная гаубица. Вот это САУ. На гусеницах или на колесах это САУ. Калибром там они могут быть абсолютно разные. В основном сейчас от 122 до 203 мм. 203 самый большой калибр. Забыл еще про миномет. 240 миллиметровый самоходный миномет 2С7 Тюльпан. Вот самый большой калибр. Есть САУ. А прицепные и прицепные гаубицы то же самое. Я не беру там предыдущие калибра меньше 122 миллиметров. Но в этом, поэтому гаубица от САУ отличается только наличием самоходной базы у самоходных артиллерийских установок. А гаубицы и тягаются тягачами, и это могут быть любые грузовики, начиная от каких-то легких грузовиков, как для 3 семерок нам поставляют наши западные партнеры, заканчивая тяжелыми грузовиками типа КРАС, трехосными или допустим, Татры, или какие-то другие тягачи, которые тягают наши тяжелые гаубицы. Например, 2А65 МСТБ весит порядка 8 тонн. 2А36 Гиацинт Б тоже весит порядка 8 тонн. И имеет такую же примерно длину, порядка 9 метров они обе. Представьте, какой нужен тягач для этих систем. Так что САУ и гаубица это одно и то же, разница в базе. Одна самоходная, одна буксируемая. А танк это средство огневой поддержки общевойсковых подразделений, предназначенный для контактного боя. Артиллерия может вести стрельбу прямой наводки, и она обязана это уметь делать, но ее основное предназначение это стрельба с закрытых огневых позициях. Удаление огневых позиций начинается примерно от 4 километров от переднего края и дальше в глубину наших войск. И ведет она поражение противника на всю дальность досягаемости своих боеприпасов.
Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про комплекс ППО «Шад». Чи був би він нам корисний і чи є шанси його отримати? Я скажу сразу, не был бы он нам полезен и получать нам его не имеет смысла. Смотрите, комплекс «Шад» появился в результате войны в Персидском заливе. Когда в 1991 году комплекс «Патриот» не справился с задачами противоракетной обороны, а им пришлось столкнуться. Хотя там, на мой взгляд, они потом, Соединенные Штаты потом разобрались, но сначала сгоряча они пытались комплексом «Патриот» сбивать ракеты «Скад», которые выпускал Саддам Хусейн по Израилю и по Кувейту, так как больше ничего не было. Вот тогда, кстати, встал вопрос более серьезных таких вариантов противоракетной обороны. В 1992 году резко начали делать комплекс «Шад». Угрохали на него уйму денег, скажу сразу. Он высотный, этот комплекс противоракетный, и он высотный. Он предназначен для поражения на больших высотах баллистических ракет, тяжелых баллистических, то есть ракет малой, средней дальности, но на больших высотах. То есть и точность его на сегодняшний день вызывает очень много споров и различных оценок среди разных специалистов. Например, высота поражения, максимальная высота его поражения может достигать до 200 километров. То есть это уже практически будем так говорить, практически ближний космос. 200 километров это можно считать уже ближним космосом. Вот. И у него эффективность поражения не такая уже и большая. Да, их было не выпущено небольшое количество, они находятся на вооружении армии Соединенных Штатов, причем там количество комплексов исчисляется несколькими десятками. Для армии США это ничто. Поэтому этот комплекс «Шад» нам абсолютно не сделает никакой погоды. Намного эффективнее комплекс «Патриот» в последней версии, в третьей версии, как противоракетной обороны. Вот он, да. Вот за него надо бороться. Комплекс «Шад» я бы даже не стал. Я думаю, именно поэтому его никто и не вспоминает, и никто о нем не говорит. Вот. Так что он существует, он есть. Высотный комплекс, довольно сомнительный по своей эффективности. Следующий вопрос. Вот есть зритель, он пишет постоянно, почему нашим солдатам надо высовываться из окопа для того, чтобы вести огонь из стрелкового оружия. Неужели нельзя сделать удаленное управление? И вот, я так понимаю, вопрос даже сформулировали по-другому. Я пропустил тогда этот вопрос, а сейчас решил, так как настойчиво он повторяется, решил взять. И вопрос следующий. Есть Стугна-П. Это тяжелый ПТУР. Тяжелый, он, кстати, относится к категории. С удаленным управлением. Почему нет таких же систем со стрелковым оружием? Во-первых, это обойдется нам в баснословные деньги. Каждому солдату дать станок для дистанционного управления автоматом. Это раз. Второе. В автомате 30 патронов. Отстрелял. Все равно надо вылазить на бруствер и перезаряжать, менять рожок в автомате. Это два. Если туда поставить ленту, это уже пулемет. А пулеметы станковые у нас есть, но тоже дистанционно управляются только пулеметы на мобильной базе, на бронемашинах, на танках. Там пулеметы управляются дистанционно. Поэтому это просто абсурд. Хорошо, а если солдат перемещается в окопе? И что тогда? Допустим, шнур управления 3-4 метра сделали, да?
этого станка с автоматом. А если ему надо перебежать в другой окоп? Если ему надо перебежать вперед или назад, что тогда? Он должен брать эту треногу на горб и тащить, так он пока будет ее снимать, эту треногу, снимут этого солдата. Поэтому это абсурд. Если бы это было выгодно и приносило какую-то пользу, поверьте, все армии мира, уже бы каждый солдат, сидя в окопе, как с джойстиком или как с детской игрушкой, с пультом управления, там, допустим, PlayStation, да, сидел бы и наблюдал поле боя и вел бы огонь со своего автоматического оружия. Так что это абсурд и утопия. Поэтому я ответил, просто чтобы вы перестали задавать такой, я бы сказал, не совсем корректный вопрос. Вот как раз, кстати, вопрос о комплексах Patriot. Скажите, пожалуйста, какую модификацию Patriot нам передадут? PAC-3 или PAC-2? Чем они отличаются? Какое у них время реакции? Может ли PAC-2 сбивать ракеты С-300? И что лучше подойдет для Харькова? PAC-2 или PAC-3? Давайте так, начнем с того, что на сегодняшний день в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки и в других государств в основном эксплуатируется PAC-3. Комплекс PAC-3 сегодня самый распространенный. Они его клепают и поставляют по заявкам различных стран. Отличаются они огневыми возможностями. Комплекс PAC-2 имеет вероятность поражения, допустим, самолета 80-90%. То есть коэффициент полезного действия по самолетам. Это, кстати, по комплекс PAC-2 это вообще раритет. Это 87 год. 87 год комплексу. Это первые наметки противоракетных систем Patriot. 0,8-0,9 коэффициент поражения по самолетам у него и 0,3-0,4 коэффициент поражения по ракетам. Это при условии отсутствия помех. Если ракета ставит помехи, то коэффициент еще падает. То есть 33 ракеты из 10 или максимум 4 ракеты из 10 может сбить PAC-2. Поэтому сегодня всем поставляется только комплекс PAC-3. И мы тоже скорее всего, получим комплекс PAC-3. Он был испытан в 1997 году, после этого он принят на вооружение в 2001 году. Это последняя версия. Так вот, у комплекса PAC-3 вероятность поражения самолета составляет уже так же, как и у PAC-2 по самолетам 0,8-0,9 коэффициент, то есть 80-90% сбития самолета, а по ракетам, по тактическим, допустим, ракетам 0,6-0,8 коэффициент. То есть этот комплекс может сбить 8 ракет из 10. Чтобы вы понимали наглядно, сегодня по Харькову ночью прилетело 15 ракет. Умножаем на 0,8. Это получается, что 12 из них могли бы быть сбиты комплексом Patriot, если бы он был расположен возле города Харькова. Вот такой эффект дает. Но комплексу PAC-3 нужен спутник. В этом это считается главная трудность в обеспечении или достижении эффективности. Вот эти 0,8 коэффициент можно достигнуть, когда есть специальный спутник. Это почему я все время говорю, что с передачей нам Patriot, я так понимаю, мы получим доступ к разведданным в режиме онлайн. Этот спутник наблюдает в режиме онлайн и с появлением этих ракет, допустим, комплекса С-300, да, он фиксирует пуски. С момента фиксации пуска, у нас 40-50 секунд до подлетное время от Белгорода до Харькова. Если спутник засекает момент пуска, у него есть что? У него есть как минимум 30-40 секунд для того, чтобы комплекс среагировал. Реакция Patriot составляет там 10-12 секунд на появление цели. То есть пуск засекается спутником, через 15 секунд улетает противоракета. Она его встречает где-то на подлете к Харькову. Вот вам порядок работы комплекса PAC-3.
ПАК-3. Комплекса Patriot в версии ПАК-3. Так что и нам, скорее всего, передадут эту версию. И спутник тоже нам обеспечит доступ к этому спутнику. Иначе смысл этого комплекса эффективность, точнее, этого комплекса будет резко снижена. Чому наші Збройні сили теж не модифіцирують С-300 і не завдають ними ураження по противнику на великій відстані? Где нам взять столько ракет, чтобы модифицировать комплекс С-300? Если мы начнем модифицировать ракеты С-300 и пускать их в качестве класса Земля-Земля, мы останемся с дыркой в небе. К сожалению, у нас дефицит. В том числе и комплексов С-300. Я напомню, что в первые месяцы войны мы просили наших партнеров, и тогда Словакия нас выручила и передала нам свои комплексы С-300 для того, чтобы хоть как-то улучшить нашу систему ПВО. Сегодня мы уповаем на получение комплексов типа Patriot, на САМ-Т или Мамба, для того, чтобы закрыть небо, закрыть дырки в небе. А если мы сегодня снимем еще с боевого дежурства С-300 и отправим его, и ракеты, которые у нас тоже в дефиците, в ограниченном количестве, отправим еще пулять по москалям в комплексе, в классе Земля-Земля, то у нас в небе будет дырка. У нас, к сожалению, в этом отношении у нас как в том анекдоте с коротким одеялом. Когда натягиваешь на плечи, оголяются ноги. Укрываешь ноги, оголяются плечи. Поэтому даже не помышляйте, что мы будем модифицировать ракеты к комплексу С-300. Мы будем просить у наших партнеров ракеты с дальностью 150-300 километров, типа Атакмс или каких-либо других. Но модификацией комплекса нам никак заняться никакой нет возможности на сегодняшний день. Ну что ж, вот так вот сегодня прозвучит второй раздел нашего с вами видео, а именно ответы на ваши вопросы. И у нас остается третья часть, это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы мне прислали. Итак, прозвучат сегодня следующие. Слава Україні, штат Делавер, Соединенные Штаты Америки. Дякуємо вам, ЗСУ, що тримаєте небо на ваших руках над усім світом. Очень приятно, когда в Соединенных Штатах понимают прекрасно, за что сражается Украина с российским фашизмом. Как главная задача Збройных сил Украины главная задача Збройных сил Украины не удержание города Бахмут, а перемалывание живой силы армии Путина. И город-крепость Бахмут – выгодная позиция для вооруженных сил Украины. Слава Украине! Ну что ж, хорошее мнение, дай бог, чтобы оно так и было. Везет Грузии, у них есть оппозиционные политики в парламенте, все обязательно получится. Вот такой вот комментарий. Доброго дня! З приводу молодшого покоління в Грузії. Молодше покоління завжди робило те, що боялися зробити старше покоління. Це аксіома. Студенти і молодь є рушійною силою у переконливій більшості випадків революції чи протестів. Да, согласен, такая теория существует. Ну, с таким же успехом можно от каждого города отходить. Сдать легко, вернуть тяжело. Да, жалко Бахмут, но сдавать его не надо. Что мы, в принципе, и делаем. Олег, озвучьте, если можно, обращение к Залужному. Уважаемый Валерий, действуйте так, как надо по военной обстановке. Пожалуйста, ваша смекалка и профессионализм выше любой политики сейчас, когда на кону жизни миллионов украинцев. Все будет Украина. Ну, надеемся, что передадут те, кто слушает, Валерию Федоровичу ваше пожелание. А может быть, и сам Валерий Федорович на досуге его услышит. Здравствуйте, я с Бахмутского района, хорошо знаю местность. Вы говорите, что Бахмут нужно оставить. Может быть, так как основная его часть в низине. Но между Бахмутом и Часовым Яром всего 5 километров. Я заметил, что сейчас российские войска остановлены перед лесными массивами. Притом леса высажены здесь
в сложной местности. Лес между Орехово-Васильевкой и Григоровкой, между Калиновкой и Часов-Яром, между Часов-Яром и Ивановским, перед Ступочками, далее на запад по линии Константиновка-Краматорск, степь. Думаю, в этой степи сложнее будет их сдерживать. Фронт может подойти к этим городам. Да, если мы уступим вот эти лесные массивы перед Часов-Яром. Так что до степей перед Краматорском еще далеко. Здравствуйте, я с Бахмутского. Так, это почему-то повторение. Извините. Дякуємо. Без сліз про нашого захисника слухати неможливо. Рашисти вважають, що можуть наш народ зломити. Та навпаки, викликають тільки лють та ненависть. Україна понад усе. От всего сердца желаю вашим женщинам возвращения сыновей, мужей и всех защитников вашей прекрасной страны, много улыбок и счастья в будущем. Мы все на это надеемся и уповаем. Ну что ж, вот на такой оптимистичной ноте мы закончим наше с вами видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Теперь скажу, что приглашаю подписаться те, кто еще не подписан на мой канал. Ставьте лайки этому видео, тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей. Слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает каналу. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога за нами. Слава Україні!